Так, вот такой сегодня у костерка. В самом-то деле такой прелестный закат. Используем такое хорошее, красивое слово. Прям не знаю, берет ли его телефон. Я думаю, не совсем он берет это все. Но очень красиво в самом-то деле. Костерка на закате. Вот, у нас сегодня, в общем, вырубило свет. Причем вырубило так мощно, что в Академгородке его нету. В верхней зоне пошел, магазины все закрыты, кроме одного. Один работал там на генераторе, только за наличку, скажем так. Потом рядом с Академом, вот, где новый поселок геологов, то есть заправка тоже закрыта, магазины тоже не работают, все встало. Так что какая-то мощная авария. И в связи с этим вот прям как-то сразу так ощущаешь вот ту самую зависимость нашей цивилизации от энергии. Потому что вот нет энергии, все остановилось. Ну, как бы хорошо, что сегодня выходной, воскресенье, после дождика, никого вокруг нету, в самом-то деле. Ну, есть отдельные люди, но как бы очень мало, практически почти никого нет. Пару человек проходили мимо и спрашивали, как я сделаю костер, если все мокрое. Хотелось ответить молча, но это было бы, наверное, грубо. Я сказал, что мокрое, но оно сохнет на костре же. Оно сохнет на костре. И с корой, стандартно березовой корой, разжигается. Даже с сырой березовой корой все получилось разжечь, поэтому горит, конечно, не особо хорошо, но главный принцип разжигания костра, это мой папа еще говорил, это чтобы появился жар. Когда жар появляется, уже как бы проще, уже можно там сырое кидать и так далее. Шашлыки, да? Да, шашлык. Шашлык. Сосисочный шашлык. Какой-то очень... вот это очень странный тип, конечно, был. Он какой-то не русский, но какой-то немножко странный, скажем так. Такой... Меня Сергеем назвал. Хотел познакомиться в кустах. Такой говорит: идите типа к нам, иди к нам, типа, познакомимся. Ну там, короче, а там голубые тусуются. Я такой говорю: да не, я дальше пойду. И короче, так что да, как-то так. Сейчас, говорит, шашлыки, да. Вообще сосиска. Ну, так-то шашлыки, да. В общем, вот сейчас видно, там такая дымка стоит, кстати. Не знаю, возьмет телефон, нет, прям. Ну там костры жгут, походу, там у центрального пляжа. И дым идет, стелится прямо над водой. Причем я постоянно этот эффект наблюдаю. Почему-то вот именно в этой области дым постоянно стелится. Далеко не первый раз, поэтому как-то вот так. Да, что я там говорил про... Да, то есть костер разводится. И, соответственно, получается живая, вот эта вот живая, та самая энергия в виде огня. Она, кстати, там, вот кто помнит КПД из физики, там же есть КПД двигателя внутреннего сгорания. И он там, кстати, по-моему, не такой уж и большой получается. Там очень далеко от 100%. Так что, по-моему, КПД
простого огня, скажем так, оно должно быть, ну, явно больше, чем КПД, допустим, электрического тепла. Ну, как бы так, из курса физики, потому что здесь-то напрямую идет получение тепла, энергии. Поэтому как-то так. Ну и да, как бы ты так сразу ощущаешь вот эту вот, я говорю, что зависимость цивилизации от электричества. Ой, в коленку попало. Прям ощущаешь эту зависимость. Все встало в магазины. Ну, в самом деле не так уж все и плохо, как бы. Иногда такой детокс, электрический детокс, может быть даже и полезен. Так вот, ну, я это говорю, пока сам не очень понимаю, чем полезен. Ну, допустим, да, обратиться там к природе, о чем-то подумать, бросить там эти компьютеры, допустим. Надо там, я вот считаю, что любую возможность или какое-то изменение, которое в жизни появляется, там, жизнь человека, жизнь общества, нужно уметь просто правильно использовать. В этом и состоит секрет, скажем так, каких-то успешных начинаний, успешных продолжений. Поэтому как-то да. Поэтому я пришел вот на пляж, очень доволен. Достаточно тепло еще, я думаю, выше 20 явно, 22 может быть. Вода чуть приохладилась, но ничего, нормально. Эти все празднующие разбежались. Там, да, вчера здесь, конечно, праздновали даже. Ну, вчера здесь, конечно, было интересно. Суббота такая прям интересная выдалась. Ладно, я пока делаю паузу на этом закате, на этом костерке. Сейчас вот мимо проедут вот эти вот водный мотоцикл, гидроцикл, и там на какой-то подушке едет за ним, по-моему, пацан. Вон он. Катаются. Катуны. Водные катуны. Так что вот так. А я пока закушу готовой сосиской. Я, честно говоря, не обедал. Ну, всем приятного вечера, да.